Люди стран бывшего СССР – народы чрезвычайно образованные, но при этом привыкшие терпеть лишения. Мы, наши родители и родители наших родителей жили друг у друга на голове много десятилетий подряд, и за это время накопили список интерьерных решений, которые зародились в этой тесноте и были очень популярны, потому что хоть как-то спасали быт. Но со временем взгляд притерся, и все эти решения стали восприниматься нами уже как норма, хотя если бы мы не проходили этот этап жизни в тесноте и ограничениях, то никому бы и в голову не пришло так портить интерьер. Все дело в том, что мы не замечаем, как неосознанно перетягиваем в новое жилье не самые удачные привычки из прошлого, сформированные опытом проживания в других условиях. И если вы узнаете себя сейчас в том, о чем я вам расскажу, то это не значит, что вы какие-то плохие, в чем-то виноваты, и надо всеми возможными способами от услышанного сейчас защищаться и отстреливаться в комментариях. Нет, никто на вас не нападает. Цель этого ролика иная. Позволить взглянуть на привычные многим решения под другим ракурсом. И уже после, понимая, откуда пришли эти решения и привычки, вы могли бы осознанно и со свежим взглядом выбирать для себя, как вам лучше обустраивать ваше пространство. Чаще всего жизнь идет так, что мы стремимся переезжать из меньших помещений в большие. И вот площади увеличиваются, но привычки жизни в тесноте остаются в голове. Первая привычка – это стол, припертый одной стороной к стене. В идеале все столы должны быть расположены так, чтобы вокруг них стулья могли бы станцевать хоровод. Стол – это основополагающий интерьерный элемент, и вокруг него одного можно завернуть красивую композицию или даже в честь него сформировать целую комнату – столовую. Он создан таким, какой он есть, только для того, чтобы все вокруг него могли сесть и приятно пообщаться, а не для того, чтобы общаться могли только двое, а остальные смотрели в стену. Да, на микрокухнях чаще всего столы стоят именно так, но если вы проектируете пространство, где стол можно отодвинуть от стены или сделать его круглым, чтобы гости могли сидеть по всем его сторонам, а люстра бы сверху венчала эту композицию, то это всегда будет лучше, гораздо лучше. Вторая привычка – это раскладной диван. Очень многие ставят раскладной диван там, где он совершенно не нужен. Несмотря на то, что сейчас уже есть раскладные диваны с матрасами для сна, обычные нераскладные диваны при прочих равных будут мягче, шире, удобнее и надежнее своих многофункциональных собратьев. К тому же под такими диванами может проходить робот-пылесос и распугивать всех барабашек. Или под такими диванами можно хранить, например, дорожку для спортивной ходьбы, которой можно пользоваться каждый день. Или он может удобно доходить до пола, чтобы случайная пыль туда не залетала. В общем, у обычного дивана по своему прямому назначению преимуществ будет больше. А вот для гостей, которые приезжают раз в год, вполне вероятно, что можно приспособить и надувной матрас. Но, быть может, и им самим будет комфортнее остаться в гостинице или снять Airbnb, чем жить у вас на шее. А если, допустим, бабушка на постоянной основе живет в гостиной, то рациональнее тогда для бабушки сделать полноценную спальную комнату и отказаться от гостевой. Или попытаться обустроить необходимую небольшую гостевую зону на кухне. Гостевую комнату можно планировать тогда, когда все жильцы квартиры уже комфортно уложены по спальням, а не потому, что надо где-то встречать родственников из другого города и раз в год собираться на Новый год. Таким образом, диван нужен в том помещении, находясь в котором 99% времени люди точно не будут спать. А там, где люди будут спать, лучше сразу планировать полноценное и удобное спальное место. Третья привычка – холодильник на отдалении от кухонного гарнитура. Конечно, когда проектировали микрохрущевки, о холодильниках никто даже и не думал. Холодильники вошли в обиход советских людей даже позднее телевизоров. Расскажите мне, как было в вашей семье. В результате у нас эксплуатируется огромное множество домов, где на кухнях даже не предполагался холодильник. Максимум – холодная полка под подоконником на кухне.
Так что это не то, что вы не знаете, как вписать холодильник в такую маленькую кухню, ах, какие вы несообразительные. А это действительно очень сложно, потому что проектировщики домов просто не закладывали место под такое роскошество. Поэтому-то холодильники, когда они появились в семьях, зачастую ставились так, что, например, перегораживали окно. Или они размещались вообще за территорией кухни, в прихожих, в коридорах или в гостиных. И именно поэтому сейчас все еще можно встретить кухню нормальных размеров, где холодильник оторван от кухонного гарнитура и стоит в произвольной точке пространства, просто потому что нашим глазам это уже привычно. А что такого? Так же все делали, это же нормально. Нет, не совсем нормально. Это все исключительно от лишений и тесноты жилья. Есть полновстраиваемые холодильники, они компактные и вписываются в маленькие кухни. Если вы их совсем не выносите, то есть частично встраиваемые, которые внутри побольше и не закрываются мебельным фасадом, но они все равно могут сродниться с кухонным гарнитуром. Главное, что нужно запомнить из данного пункта, не вырывайте холодильники из кухонного гарнитура. Четвертая привычка – это рабочий стол с компьютером в гостиной. Мне кажется, это начало происходить где-то к концу 90-х. Гости стали реже приходить и оставаться с ночевками, а у людей появилась возможность иногда выбираться в кафе. В это же время стали распространяться и компьютеры с пузатыми мониторами, громоздкими системными блоками, а вместе с ними в нашу жизнь вошли ночным кошмаром вот эти вот ужасные компьютерные столы из ДСП. Опять же, от отсутствия свободного места они врастали в гостевые комнаты и превращались в новую визуальную норму. Гостиная – это пространство общественное, место, куда, если не приглашать гостей, то можно просто собраться с близкими и, например, посмотреть кино. Поэтому устраивать там какое-то монументальное рабочее место – решение достаточно сомнительное. Если же гостиная по назначению вами не используется, то сделайте из нее нормальный кабинет. Будьте честны с собой. Если не нужна вам в доме гостиная, это тоже нормально. В ином случае не получится ни нормального кабинета, ни нормальной гостиной. С интерьерной точки зрения вы особенно проиграете, если будете совмещать традиционную гостиную и какие-то такие многосложные столы и геймерские кресла с претензией на завоевание всего компьютерного мира. Определитесь, что все-таки должно происходить в этой комнате. Еще от страха снова оказаться в тесноте некоторые пытаются урвать несколько дополнительных квадратных сантиметров объема воздуха и не зашивают трубы радиаторов, не закрывают гипсокартоном подозрительные торчки и даже не опускают потолок, чтобы скрыть, например, вентиляцию. На самом деле так проявляется посттравматический синдром от проживания в тесноте. Но борьба за эти квадратные сантиметры не добавляет вам пространства, а просто усложняет и нагромождает помещение тем, что стоит скрыть и спрятать. Оттого очень часто получается достаточно дисгармоничный интерьер с неправильной геометрией и лишними техническими деталями. На самом деле, когда пространство правильно спланировано, то вы даже занижение с 2,7, например, бетонного потолка до 2,5-метрового чистого потолка не почувствуете. Белый или светлый чистовой потолок всегда воспринимается выше чернового бетонного, даже если он на 15-20 см ниже. Что уж говорить про меньшее значение. Это знаменитая строительно-оптическая иллюзия. А если это занижение продиктовано, например, зонированием, и в заниженной зоне двери, допустим, вытянуты до самого потолка или практически до потолка, то у вас и вовсе сложится ощущение, что там все 3 метра. Так что не стоит драться со здравым смыслом за каждый миллиметр ширины и высоты. От этой мелочной жадности вы ничего существенного не сможете выиграть, зато сможете очень много потерять. Мебель по периметру. Я регулярно замечаю эту привычку, проверяя работы на курсах. Большинство, переезжая в новое жилье, по привычке начинают расставлять мебель вдоль стен, ведь в маленьких помещениях иное и подумать было губительно. В центре таких комнат обычно остается только ковер, сверху подсвеченный люстрой и какое-то странное ощущение от происходящего.
Многие полагают, что сложно планировать маленькие помещения, а с пространствами побольше все очень просто, и они справятся на раз-два. Но на самом деле наполнять средние, большие и очень большие комнаты и пространства – это отдельный навык, который развивается и тренируется, но развиваться он может только в той голове, где нет страха оторвать мебель от стен. Стулья вместо тумбочек, вешалок или иного организованного хранения тоже являются признаком интерьера с дефицитом мест хранения или симптомом его неверной организации. Это явление уже настолько распространено, что некоторые дизайнеры уже устали от борьбы, прекратили плыть против течения, развернулись в обратную сторону и придумали вот такие варианты. Но все это лишь ответ на тренд, и даже в самом отборном своем великолепии все равно с большим трудом все это вписывается в интерьеры и совершенно ничего вам не украшает. Так что в таких ситуациях стоит подумать системы хранения и не ставить стулья там, где их не должно быть. Очень часто замечаю, когда заказчикам в их квартире не хватает мест хранения, в новой квартире, в новом жилье они просят поставить больше, еще больше шкафчиков. Везде должны быть шкафы, никаких воздушных консолей, нет. Если комод, то обязательно в пол. Если кровать, то с откидным механизмом и хранением под матрасом. Если диван, то с ящиком, а если шкаф, то обязательно какое-нибудь бездонное купе. Это срабатывает даже с теми, кто переезжает из однушки в 4-комнатную просторную квартиру, увеличивая площадь проживания в разы. Но все тут решается простым просчетом. Переводите все свое хранение в погонные метры или в кубометры, или вообще проводите инвентаризацию с фиксацией габаритных размеров и после перераспределяйте все вещи по новым шкафчикам. Так вы избавитесь от страха, что у вас что-то куда-то не влезет, и не будете выискивать каждый свободный угол, чтобы воткнуть в него полочку или стеллаж. И последняя привычка. У меня были клиенты, которые купили себе прекрасную просторную квартиру с панорамными окнами в престижном ЖК. Помещений получалось достаточно много, а там, где мастер-спальня, там разрасталась целая экосистема из 2 гардеробных, мастер-санузла и кабинета. Я это описываю вам сейчас для того, чтобы вы понимали, что места там хватало для организации вообще любых удобств. Так вот, они меня попросили поставить им в их просторную мастер-спальню вместо кровати с изголовьем раскладной диван с широкими твердыми подлокотниками, потому что им так удобно спать вдоль спинки дивана. Они так привыкли, а кровать они не любят. В процессе работы они сменили свои предпочтения и вкусы, но тогда это пожелание меня, конечно, очень оживило и натолкнуло на размышления о силе привычек в нашей жизни. Человек – существо адаптивное. Он может привыкнуть жить в любых условиях, в том числе и в тесноте, и найти там свои удобства и любимые укромные уголки. Но это совершенно не значит, что в новом пространстве ваши старые привычки сохранятся. Наоборот, в новом пространстве появится новое любимое место для кружки, появится новое место для работы и организуется новое уютное место для чтения. Может быть, вы придумали себе на новом месте сделать такой же широкий подоконник, как, например, в старом кирпичном родительском доме, а он в вашей новой панельке не вмещается. Не настаивайте на этом, не держитесь за это, не будьте рабами собственных привычек. Оставляйте возможность новому прийти в вашу жизнь. Ну и, конечно, вы помните, что уже несколько лет у нас есть курсы по дизайну и подготовке к ремонту, а также курсы для профессионального погружения, которые мы с командой, терзаемой собственным перфекционизмом, постоянно обновляем и дополняем, чтобы вы получили всю информацию без воды, структурированно, четко и по делу. Ознакомиться с ними можно по ссылке в описании к ролику. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. Всем дизайн!